Всем привет, дорогие друзья! Это канал True Kitchen, и сегодня мы будем готовить гречневый суп с грибами. С самого начала займемся приготовлением бульона. Для его основы я беру куриные каркасы и также для мяса внутрь супа куриное филе. Моем каркасы и филе. Куриные каркасы сразу закладываем в кастрюлю и заливаем холодной чистой водой. А куриное филе положим в бульон тогда, когда он закипит. Воды я набираю не полную кастрюлю, для того, чтобы затем поместились сюда овощи и куриное филе. Я не буду сейчас подробно объяснять, как готовить куриный бульон. Это я объяснял в другом видео, ссылочка на это видео будет в описании. Пока у нас будет вариться бульон, параллельно я буду заниматься другими продуктами. Куриное филе пока что отставляем. Для приготовления сегодняшнего супа нам понадобятся грибы, морковь, картофель, лук, сельдерей и гречка. Лук, морковь и сельдерей по небольшому количеству сейчас добавим сразу в бульон, остальное мы используем для нашей пассировки. Прежде всего займемся овощами на бульон. Для бульона мне понадобится небольшая морковочка, лук, самый маленький, который у вас есть, и кусок сельдерея. Режем это на крупные куски и лук пополам. Закладываем в бульон. Теперь подготавливаем все остальные овощи на наш суп. Овощи я почистил и помыл, грибы просто помыл. Теперь займемся нарезкой. Лук режем кубиком мелким. Морковь и корень сельдерея также нарезаем кубиком. Можно это делать на мелкую терку, но овощи, нарезанные кубиком аккуратно, красиво, выглядит гораздо лучше. Поэтому, если у вас есть время, не поленитесь, нарежьте овощи ножом. Картофель нарезаем средним кубом. Картошку зальем водой, чтобы она не потемнела. А вот грибы мы нарезаем дольками. Берем гриб, режем пополам и затем от середины отрезаем наши дольки. Вот таким образом. Мелко резать грибы не нужно, потому что они у нас сильно ужарятся. Овощи мы все подготовили. Сейчас, пока у нас варится бульон, мы быстренько сделаем зажарочку. Бульон у нас закипел, мы сняли пену, добавили овощи и теперь добавляем варится наше филе. Филе закладываю именно в горячую воду, для того, чтобы наше филе не потеряло все полезные свойства и не отдало их в бульон. Пассируем лук. Лук спассировали, откидываем. Теперь пассируем морковь и корень сельдерея. Теперь обжариваем грибы. Грибы не сильно обжариваем, до легкой золотистой корочки. Эти готовы, снимаем. Последняя партия овощей обжарена. Отправляем ее ко всем остальным. И теперь ждем, пока у нас доварится бульон. Бульон готов. Вынимаем куриное филе отдельно на тарелочку. Пока что убираем его. Если каркасы у вас попались мясистые, с них также можно снять мясо и затем бросить их в суп. Дальше бульон процеживаем от овощей и остатков пены. Процеженный бульон доводим до кипения. Когда бульон закипел, закладываем картошку. И когда картошка закипит, варим ее примерно 4-6 минут, в зависимости от нарезки. После этого добавляем гречку, примерно 2/3 стакана в моем случае. После этого варим еще минуты 4-5. После этого добавляем все наши обжаренные овощи. Добавляем курицу, которую мы сняли с каркасов куриных. Добавляем куриное филе, которое мы подварили отдельно. Теперь снимаем лишний жир, который появляется на нашем супе. Делать это нужно до того, как вы бросите зелень, специи, соль, потому что специи и зелень сразу поднимаются наверх и вместе с жиром
вы забираете эти специи. Если не снять этот жир, то суп будет жирноват. Его будет неприятно есть. Теперь добавляем соль. На такую кастрюлю почти столовую ложку. По специям добавляю пол столовой ложки сухого базилика, пол столовой ложки сухого орегано, молотый перец. И если вы хотите, чтобы ваш суп простоял хотя бы 2-3 дня, то добавляйте зеленушку и еще минутку где-то нужно суп прокипятить, для того, чтобы он не закис. Если вы будете этот суп подавать где-то в заведении, в кафе или ресторане, тогда зелень нужно посыпать непосредственно перед выдачей. Потому что все полезные свойства зелени остаются до момента кипения. Уменьшаем огонь для того, чтобы суп наш сильно не кипел. Пробуем суп на специи и соль. Если все хорошо, то, как я и сказал, где-то минутку-две даем ему на медленном огне покипеть и затем выключаем. И на этом все. Наш суп готов. Друзья, ну на этом все. Наш вкусный и в то же время очень простой суп готов. Я уверен, что вы сможете порадовать им своих близких. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк. Обязательно подписываемся, пишем внизу комментарии и помните, что дальше только интереснее.